Турецкие сериалы завоевали сердца миллионов по всему миру, но что же стоит за этим феноменом? В этом видео мы раскроем, как главные герои умело играют с вашими эмоциями, заставляя переживать, верить и подчиняться их драмам. Вы даже не подозреваете, какие жуткие и скандальные секреты скрываются за красивыми лицами на экране, какие постыдные тайны и жестокие ухищрения используют сценаристы, чтобы удержать вас в сети интриг и эмоций. Будьте готовы узнать, почему эти сериалы не просто развлечение, а настоящая психологическая ловушка. Мы покажем, как манипуляция эмоциями становится оружием, которое заставляет миллионы зрителей возвращаться к экрану снова и снова, несмотря на боль, обман и предательство, которые скрываются за каждой красивой историей. Оставайтесь с нами, чтобы узнать шокирующие факты, которые заставят вас смотреть турецкие сериалы под новым углом. И, возможно, это изменит ваше отношение к героям, которым вы привыкли доверять. Самое интересное впереди. Представьте, что вы садитесь посмотреть всего одну серию сериала перед сном, всего лишь, чтобы отдохнуть. Но часы бегут, экран сменяет экран, а вы вдруг понимаете, что уже давно не спите, а на экране то и дело происходят такие события, от которых просто не оторваться. Вы не одиноки, миллионы людей по всему миру попадают в такую ситуацию, когда план просто «посмотри немного» перед сном превращается в марафон из десятков эпизодов подряд. Турецкие сериалы или турдизи стали настоящим феноменом, который затягивает не только в самой Турции, но и в более чем 150 странах на разных континентах. Их смотрят с таким увлечением, что даже отложить пульт кажется невозможным. Как объяснить эту удивительную популярность? Что же такого есть в этих историях, что удерживает миллионы глаз перед экраном ночами напролет? Ответить на этот вопрос можно, лишь заглянув в саму суть процесса, в то, как работает наш мозг, когда мы погружаемся в мир этих драм и страстей. Что заставляет каждого из нас откладывать дела, забывать об отдыхе и даже пропускать звонки, чтобы узнать, что же случится дальше? Ведь это не просто желание смотреть красивое кино. Это эффект, который запускается глубоко внутри. Химия мозга, где гормоны удовольствия, эмоциональной близости и ожидания награды буквально заставляют нас возвращаться снова и снова. Каждый поворот сюжета, каждый взгляд героя, каждая незаконченная ситуация создают в нашем сознании напряжение, как будто мы участвуем в собственной истории. И мы не можем просто отойти на паузу, нам хочется узнать финал, разрешить все вопросы и закрыть наконец-то это чувство неопределенности. Такое мощное притяжение – это и есть ловушка. И подарок. Турецкие сериалы умеют играть на наших чувствах, превращая просмотр в переживание всего спектра эмоций – любви и разочарования, радости и тревоги, надежд и страхов. Именно поэтому одна серия кажется слишком короткой, а следующая почти никогда не бывает последней. И даже не осознавая того, мы становимся частью этого волшебного и сложного мира, где реальное и вымышленное переплетаются так тонко, что забываешь о времени и месте. Но в чем же секрет такой силы? Почему именно дизи так легко завоевали сердца миллионов? Какая особая схема заставляет нас сидеть у экрана до рассвета? Именно об этом мы поговорим дальше. И уже очень скоро вы сами сможете увидеть, как турецкие сериалы управляют нашими эмоциями и почему остановиться иногда кажется невозможным.
И чтобы понять, почему турецкие сериалы захватывают с первой минуты, не отпускают ни на минуту, стоит заглянуть внутрь нашего мозга. Каждая серия – это не просто набор кадров и слов, а тщательно выстроенный эмоциональный поток, который активирует особые химические реакции. Главные герои тут не только актеры на экране, но и гормоны удовольствия и ожидания, дофамин и окситоцин. Когда сюжет развивается и мы следим за переживаниями персонажей, наш мозг начинает вырабатывать дофамин. Это вещество, отвечающее за ощущение радости и мотивацию. Именно он заставляет сердце биться чаще, а нас жаждать развязки, непрерывно кликая на следующую серию. Но самое хитрое это то, что истории обычно обрываются в самый напряженный момент. Герой стоит на грани решения, звучит важный вопрос или завязывается конфликт. А вы замечали это? Это явление называется незавершенным гештальтом. Мы словно оставлены на полдороги, и наш мозг требует закрытия темы, не отпуская до тех пор, пока мы не увидим, что же будет дальше. Именно эти эмоциональные качели делают просмотр похожим на мини-жизнь. За 40 минут сериала герои переживают события, которые в реальной жизни растягиваются на месяцы и годы. Влюбляются, ссорятся, преодолевают трагедии. Мы то погружаемся в радость, то оказываемся на грани слез. Наши эмоции будто накатывают волнами. Именно это напряжение и расслабление заставляет нас возвращаться к экрану. К тому же, турецкие сериалы не просто рассказывают истории, они делают это так, чтобы вы почувствовали себя частью сюжета. Вы начинаете жить с героями, разделять их чувства и переживания, теряя грань между их миром и своим. Это слияние позволяет ощутить недостающие эмоции, которых часто не хватает в повседневной жизни, будь то страсть, любовь или просто возможность выплакаться от горя, не скрываясь от окружающих. Так в нашей голове запускается уникальный механизм, волшебный микс ярких визуальных образов, захватывающего сюжета и мощной химии чувств, который делает турецкие сериалы столь притягательными и почти неотразимыми. И теперь, когда мы знаем, как устроена эта магия, стоит приглядеться к тому, что именно помогает ей работать, внешнему облику этих историй. Когда включаешь турецкий сериал, сразу поражаешься, насколько красиво все вокруг. Живописные пейзажи, старинные дворцы, узкие каменные улочки, залитые солнечным светом, и огромный контраст между Востоком и Западом. Это не просто декорации, это настоящая визуальная феерия, создающая уникальную атмосферу, которую не встретишь нигде больше. Турция словно дышит каждой сценой, показывая свою богатую культуру, историю и удивительную природу. Все это снято натурно, на настоящих локациях, а не в скучных павильонах, что добавляет подлинности и очарования. Кроме того, огромное значение имеет внешний вид героев. Турецкие актеры объединяют в себе европейскую привлекательность и восточную харизму. Именно это сочетание кажется многим идеалом красоты. Они ближе к зрителю, чем голливудские звезды. Их можно встретить на улицах Стамбула, а фотографии с фанатами не такая большая редкость. Актеры словно оживляют мечту о недосягаемой красоте и страсти, которую так хочется испытать. Костюмы, которые они надевают, создавались не ради исторической точности, а ради того, чтобы выглядеть великолепно. Женщины в пышных платьях с глубокими декольте, мужчины в элегантных костюмах. Все дышит роскошью и стилем.
Этот визуальный аспект действует как мощный эмоциональный раздражитель. Красота завораживает и увлекает, словно магнит, влекущий взгляды и сердца. Вы смотрите не просто сериал, а как будто погружаетесь в сказку, где каждая деталь отточена до совершенства. Именно этот визуальный блеск усиливает эмоциональную зависимость и заставляет возвращаться к просмотру снова и снова, даже когда ответственность требует от вас быть в реальном мире. Но красивый фасад вовсе не был бы столь притягательным без основательной сюжетной базы. И в этом кроется следующий бесценный секрет, который делает турецкие сериалы такими особенными. Я вам скажу так: в центре каждой истории, будь то драматическая мелодрама или насыщенный приключениями сериал, лежат универсальные темы, которые легко понятны и близки миллионам зрителей. Семейные ценности, любовь, верность, предательство и честь – вот они те устои, на которых строится сюжет. Эти темы откликаются в сердце, ведь в них отражается то, что важно для многих из нас в повседневной жизни. Хотя сюжетные повороты бывают захватывающими, в основе сюжетов лежит предсказуемость. Добро всегда одерживает верх, а влюбленные преодолевают преграды на пути к счастью. В мире, где вокруг столько неопределенности и хаоса, такая уверенность предлагает зрителям чувство стабильности и безопасности. Мы знаем, что несмотря на испытания и трудности, в конце истории герои найдут любовь или искупление, что помогает забыть о собственных проблемах, как минимум на некоторое время. При этом каждая серия наполнена эмоциями до краев. Страсть, ссоры, слезы, яркие интриги – все это развивается с присущим восточным темпераментом, заставляя переживать за героев, как же за живых людей. Это компенсирует скуку и монотонность повседневности, наполняя зрительское сердце искрами, которых часто не хватает в реальной жизни. Здесь нет полутонов. Либо любовь, либо ненависть, либо триумф, либо поражение. Такой эмоциональный рельеф захватывает внимание и погружает зрителя целиком. Но рассказ о любви и семье – это лишь одна сторона медали. Турецкие сериалы еще умело ловят и удерживают зрителя, подстраиваясь под его ожидания и какие-то желания. И это следующий уровень сложности, который не так просто заметить с первого взгляда. Турецкие сериалы не просто рассказывают нам истории. Они умело манипулируют нашим вниманием, используя проверенные психологические приемы. Один из самых мощных инструментов – это клиффхенгеры, моменты, когда серия обрывается на самом интересном месте. Герой вот-вот узнает правду, влюбленные почти встретились, или злодей готовит коварный план, и тут бац, титры. Мозг не может смириться с незавершенностью, он требует ответа, и рука сама тянется к пульту, чтобы запустить следующую серию. Этот эффект усиливается тем, что сериалы выходят с определенной периодичностью, создавая ритуал ожидания. Зрители заранее планируют свой вечер, освобождают время, чтобы не пропустить новую серию. Такое ожидание само по себе становится частью удовольствия. Предвкушение того, что будет дальше, разогревает интерес и делает просмотр еще более желанным. А когда серия выходит, ее обсуждают в социальных сетях, делятся впечатлениями, строят теории. И это превращает просмотр в коллективный опыт, который связывает миллионы людей. Еще один пример приема – это растягивание сюжета. Турецкие сериалы могут длиться сотни серий,
и каждая из них наполнена событиями, но развязка откладывается снова и снова. Это создает эффект бесконечной истории, в которой хочется погружаться все глубже. Зритель привыкает к героям, и они становятся частью его жизни. Расставание с ними кажется болезненным, поэтому даже когда сюжет начинает повторяться или замедляться, многие продолжают смотреть, просто потому, что не хотят прощаться с полюбившимися персонажами. А вы замечали это, когда смотрите турецкие сериалы? Кроме того, сериалы часто используют параллельные сюжетные линии, где одновременно развиваются несколько историй. Это позволяет удерживать внимание разных групп зрителей. Кому интересна романтическая линия, кому-то семейная драма, а кто-то следит за интригами и заговорами. Каждый находит что-то свое, и это делает сериал универсальным. Ну а вы не забывайте подписываться на канал Любовь и Мечты, чтобы мы и дальше могли вас радовать нашими видеороликами. Но все это было невозможно без еще одного важного элемента – того, как герои становятся для нас почти реальными людьми, с которыми мы проживаем их жизни. Итак, персонажи в турецких сериалах – это не просто набор ролей, а живые, многогранные люди с достоинствами, слабостями, мечтами и, разумеется, страхами. Их истории развиваются постепенно, и зритель успевает узнать их очень близко, словно друзей или своих родных. Такой эффект достигается благодаря глубокому проработанному сценарию и убедительной актерской игре, когда даже второстепенные герои имеют собственные мотивации и внутренние конфликты. Кроме того, герои часто находятся на перекрестке между традициями и современностью, что делает их особенно понятными для широкой аудитории. Они борются с семейными ожиданиями, стремятся к личному счастью, сталкиваются с социальной несправедливостью. Все это на фоне красивых костюмов и живописных декораций. За счет таких контрастов персонажи кажутся максимально близкими и настоящими, а их решения весомыми и эмоционально значимыми. Зритель начинает сопереживать героям, разделять их радости и горести, переживать внутренние дилеммы и переживания. Эти чувства закрепляют эмоциональную привязанность и создают эффект эмоционального путешествия, из которого не хочется возвращаться в реальный мир. Благодаря этому сериал становится не просто развлечением, а источником эмоций и ощущения участия в большой затягивающей истории. В итоге, все перечисленные элементы, которые мы затронули, создают мощную визуальную составляющую, универсальные, близкие сюжеты, психологические приемы удержания внимания и глубокое раскрытие героев вместе создают ту неповторимую магию, которая заставляет миллионы людей по всему миру с нетерпением ждать каждую новую серию турецких сериалов и возвращаться к ним снова и снова. Если хотите, я могу помочь разобрать подробнее какой-то конкретный аспект, ну или рассказать о самых популярных турецких сериалах и почему именно они обрели такой успех. Пишите в комментариях, и мы обязательно это сделаем. Ну а тем временем, пока мы погружались глубже в популярность турецких сериалов, нельзя не отметить важную роль саундтрека и музыки. Музыкальное сопровождение здесь тщательно подбирается, чтобы максимально усиливать драматические моменты и эмоции персонажей. Мелодии часто включают восточные мотивы с современными аранжировками, которые затрагивают душу и вызывают глубокое чувство сопричастности. Многие зрители отмечают, что именно музыка помогает погрузиться в атмосферу сериала, делая переживания еще более интенсивными и запоминающимися. Также стоит отметить о режиссуре и операторском мастерстве. Кинематографический подход к съемкам, красивые ракурсы, плавные переходы и игра с освещением делают кадры очень выразительными и живыми.
Сцены сражений, романтических встреч или семейных драм сняты так, что невольно задерживаешь дыхание, забывая на время о собственных заботах. Такой уровень визуального и эмоционального воздействия – результат тщательной работы целой команды профессионалов, которые понимают важность каждой детали. Не менее значимым фактором успеха является культурная универсальность. Хотя сериалы глубоко укоренены в турецкой культуре, их темы и проблемы – семейные отношения, любовь, преданность и борьба с трудностями – понятны и близки людям по всему миру. Благодаря этому сериалы легко адаптируются и получают высокие рейтинги в разных странах, становясь настоящими социальными феноменами. В то же время турецкие сериалы часто затрагивают актуальные социальные вопросы. Это борьба с несправедливостью, роль женщин в обществе, сложные моральные выборы, что придает им дополнительный вес и смысл. Зрители не просто следят за сюжетом, они видят отражение собственных жизненных проблем и находят в героях вдохновение и поддержку. Таким образом, турецкие сериалы – это не просто развлекательный продукт, это сложный культурный эмоциональный опыт, который объединяет красоту, драму, музыку и социальную значимость, делая их невероятно привлекательными и востребованными во всем мире. Если интересно, я могу помочь составить список самых популярных и влиятельных сериалов с краткими описаниями или рассказать вам, как изменился жанр турецких сериалов за последние годы. Пишите также в комментариях. Ну и спасибо, что вы были с нами. Если вам понравилось это видео и вы хотите узнать больше о мире турецких сериалов, их секретах и самых ярких историях, подписывайтесь на канал Любовь и мечты, ставьте лайки, делитесь своими впечатлениями в комментариях и рассказывайте, какие сериалы покорили ваше сердце. Ваше мнение очень важно для нас. До новых встреч, и пусть каждая история дарит вам вдохновение и радость.